Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами серию видеоуроков по WebGL и 3GS. И в этой серии мы с вами продолжим создание сцены с участием шлема Мандалорца, в которой мы заставим этот шлем крутиться по каким-то событиям, например, по скроллу мыши, либо пролистыванию страницы на мобильном устройстве. Будьте так любезны, не забывайте ставить палец вверх, если вам понравилось это видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы вдохновить меня на создание новых видео. Таким образом, я понимаю, что эти видео вообще кому-то нужны, и продолжаю их делать. Итак, друзья, не забывайте о том, что я код весь публикую на своем гите. Можете там поставить звездочку для того, чтобы тоже меня порадовать чуть-чуть. И приблизительно вот здесь. Ну вот же открыта ссылочка. Приблизительно здесь будет дальнейший исходный код находиться тоже. То есть, как видите, я тут уже немножко закомментил там git ignore. Закинул. Что-то там я добавил, уже не помню. Git ignore. Какие-то файлики тут поизменял. В общем, приступим к кодингу. Для того, чтобы запустить весь код, вы можете нажать здесь код, выделить эту ссылочку, копировать, потом зайти в какую-нибудь папочку, нажать, допустим, здесь создать там 1, 2, 3, например, и открыть терминальчик, не знаю, как у вас это будет выглядеть, git клон выполнить и вставить ссылочку Ctrl-Shift-C. Ну и сюда, естественно, скопируется все то, что здесь есть, потом вы заходите в эту папочку, набираете здесь, не yarn dev сначала, а yarn install. Если у вас не yarn, то выбираете npm install, в принципе, то же самое. Вот, и таким образом, после чего вам придется запустить командочку yarn dev. Соответственно, вы сможете тогда сделать то же самое, что и я сейчас. Запустить сервер. Где ты? Запустить сервер. Вот таким образом. Yarn dev. Все. После того, как сервер запустится, у вас будет здесь ссылочка. По ней нужно перейти просто, и все. И у вас получается, на данный момент у меня откроется код из предыдущего урока, а у вас уже будет, наверное, код из следующего урока. Вот, таким образом. И продолжим кодить уже без моего лица. Итак, друзья, продолжим наш с вами видеоурок. И как видите, предыдущая наша с вами сцена выглядит вот таким образом. Мы с вами можем перещелкивать тудой-сюдой. И можем даже сделать overflow hidden. Или hidden, как там правильно, я не знаю. Тут этого класса нет. Я добавлю вручную. И получается, таким образом мы с вами можем сделать прям, слайдер такой. По нажатию на эти кнопочки страница будет прокручиваться к нужным нам элементам, а полосы прокрутки самой не будет. То есть по onScroll она не будет ничего делать. И здесь я хотел бы вам сказать, что в Blender, в принципе, есть все те же самые штучки, которые есть и в 3GS материалах. Почему я заговорил за материалы? Потому что, естественно, следующим шагом будет создание, применение материалов к нашей с вами сцене, а именно к шлему. И, как видите, если у вас нет блендера, то поставьте, будьте так добры, потому что в любом случае он вам пригодится не с моими видеоуроками, так может быть с другими. Очень интересная штука. То есть, в принципе, в 3GS то же самое можно сделать, допустим, вот Roundless, этот я не знаю, как правильно читается, Shintin, по-моему, там тоже есть, Transmission, это уже в более новых версиях 3GS появилось.
То есть это, по-моему, прозрачность, металлик там, ну и другие такие подобные штучки. Поэтому поклацайте, посмотрите. Ну и в принципе можно посмотреть на естественной документации на сайте 3GS-овской, что на сайте 3GS, а что можно вообще сделать. Так как у меня dev-сервер уже запущен, я просто запущу код и буду вам, как обычно, рассказывать, что я здесь привнес в него с предыдущего урока. Значит, сейчас я немножко настрою здесь. Получается, вот эта функция, она как бы нам нужна для того, чтобы, собственно, вращать каким-то образом, либо применять какие-то эффекты для нашей с вами, для нашего с вами шлема. И здесь остальные там константы, они тоже понадобятся. Но остальной код это все из предыдущего урока. Он сделан для того, чтобы мы могли клацать там на пункты меню и нас перекидывало в нужный раздел страницы. Немножко здесь переделаю, так как это я передирал с другого места. Очень удобно, когда, допустим, у вас есть какие-то настроечки, и вы легко можете достучаться до определенной из настроек уже внутри кода. То есть вверху, допустим, вы что-то сделали, а потом здесь получили доступ. Напоминаю о том, что в style CSS, который лежит в source, можно поменять z-индекс, и, соответственно, шлем будет то выше, то ниже, если вам это необходимо при отладке. Ну а также вот эта вот длиннейшая функция, она, конечно, очень крутая, но надо будет с ней разбираться. И нужно будет также разобраться с массивом элементов, который, собственно, представляет наш с вами шлем. Потому что, получается, шлем, он состоит же из нескольких элементов. То есть, допустим, там идет стекло, отдельный элемент, потом сама каска и накладные вот эти вот части с двух сторон. Это как бы разные элементы. Я сейчас пытаюсь применить к этому материалу новый цвет. Смотрю, каким образом это можно сделать. В принципе, то это есть в документации 3GS, поэтому если вам что-то необходимо оттуда посмотреть, не стесняйтесь к ней обращаться. Там, в принципе, даже по-английски нормально написано. Получается, вот эти штуки нам как бы они не нужны. В плане того, что можно оптимизировать немножко код. Как видите, я взял код из другого примера, и здесь я просто сейчас напишу какой-нибудь там цвет для теста, чтобы убедиться, что это работает. Вот это я заменю константой, чтобы постоянно не писать эту всю длинную конструкцию и не переписывать код, который ниже уже есть. Ну вот mesh, чтобы не переписывать. Значит, карта окружения, пока я ее не буду касаться, это очень классная штука, которая добавляет визуальных эффектов. Но, наверное, я в следующем видеоуроке покажу вам насчет этого, если не забуду. И почему-то ничего не происходит, хотя должно, по идее. Видите, какая классная штука получается. Вот какая-то ошибка возникла, но при всем при том, что в 3GS достаточно много как бы информации по поводу того, что ты что-то сделал не так, тем не менее, вот почему-то не показывается информация, почему я не вижу этот объект, хотя он должен быть виден. Как видите, сейчас шлем стал таким металлическим. Почему? Потому что я, естественно, добавил к нему определенные настроечки. А именно roundness, вот это вот, и metalness. Я не знаю, как это правильно читается, я думаю, вы меня простите. И опять же немножко рефакторинга, потому что что-то я тут пропустил то, что можно немножко переделать эту штучку. И почему-то все равно не работает.
Потому что я, получается, этой меше присваиваю новый материал, который является цветом, а не материалом. То есть я хочу изменить цвет, а меняю материал. И поэтому, по сути, наверное, не возникает и ошибки, потому что это логично. Что я просто пропустил там после mesh материал должно быть color. Вот он, да, цвет. Сейчас, по идее, шлем будет не сереньким, а таким немножко, как сказать, бронзовым, что ли. Ну, Мандалорца он такой, как бы более к хрому. Но мы же с вами творческие люди, поэтому можно немножко применить фантазию. И сейчас я хочу посмотреть вообще, что нам возвращает вот этот вот наш массивчик Sen Children Children. То есть он из себя представляет набор определенных элементов, которые, собственно, составляют шлем. Ага, видите, вот получается New Object 1 это какой-то из объектов на сцене, который именно из GLB файла мы берем. То есть это может быть, допустим, сам шлем, стекло, накладные вот эти штучки сбоку. И я сейчас хочу посмотреть, ну как бы визуализировать для себя в блендере, что из этих штук каждая обозначает. Я попытался это сделать, чтобы, ну типа сократить время. Можно это сделать немножко по-другому. Сейчас я экспортирую GLB модель Мандалорца, только я вот не помню, какая из них используется здесь. Сейчас я посмотрю вверху, видите, как удобно, раз, и посмотрел в настроечке, какую ты модель используешь. И как ни странно, почему-то Blender перестал экспортировать эти модельки. Ну, в принципе, там что-то обновили, видимо, и что-то поломали. Это надо им писать в поддержку. Ну, как в поддержку, я думаю, вы поняли, в обратную связь, типа в баг-трекер или как там это называется. Естественно, я этого делать сейчас не буду, но для себя скринок сделал. Модельку им, наверное, тоже могу отправить, в принципе, потому что ничего военного нет. Попробую это, может быть, с той что-то не так, хотя она-то работает в 3GS, значит, она должна работать и в блендере. Но, как видите, здесь в питоне какие-то ошибки посыпались. Ну и на всякий случай попробую третью, мало ли. То же самое. То есть, как видите, на будущее вам сохраняйте не только в GLB формате, но и исходный файл блендера. Для того, чтобы потом вы могли что-то отредактировать. Ну а пока имеем, что имеем, как бы отредактировать я ее не могу, потому что в блендере не работает, а искать, где она находится у меня там в исходниках, это долго. Ну и в принципе смысла нет, поэтому обойдемся таким образом, что получается у меня вот будут какие-то определенные имена моделек, и я буду к ним подбирать те эффекты, которые как бы мне нужны. Вот смотрите, я, допустим, беру так, делаю, как бы чисто ради теста. Если, допустим, mesh name равно new object 1, то я возьму и поставлю цвет этой модельки, например, красный какой-нибудь, или просто бронзовый, да, чтобы он отличался. Получается, что вот это new object 1 это, собственно, основной шлем. Единственное, что сейчас с освещением все совсем плохо. Ну как, оно-то есть, но получается фонарь как бы один, и второго фонаря нет, и поэтому из-за того, что сейчас все темное такое, ничего не видно по сути. Вот, и, естественно, нужно написать комментарий о том, что мы с вами увидели, потому что, допустим, если вам потом придется отлаживать этот код, либо, ну, как сказать, другому человеку, то желательно, чтобы он не психовал долго. Хотя бы не так долго, как вам бы этого хотелось. Коварные мы с вами. Вот я сделал цвет красным для какого-то элемента, неизвестно какого, да, и сейчас я хочу посмотреть, для какого именно. Ну, в общем-то, он виден, как бы получается, где ухо, вот он.
Если приблизить, видно. Я не понимаю, что это. Возможно, это вот эта вот вся часть, но так как второго источника света нет, то трудно определить, что именно это. Ну, в общем, напишу по-русски, наверное. Теперь третий объект, вернее, на сцене. Из GLB файла, получается, экспортировано. И я так и не понял, что здесь. Сейчас я пытаюсь найти свет. Где у меня тут? И расположить его таким образом, чтобы как бы он был на противоположной стороне от первого источника света. Ну и здесь, получается, просто создаю новую константу со светом и, соответственно, даю ей координату по оси z, то есть это вперед-назад от нас, -3, то есть, по идее, он должен быть сзади. И, как видите, да, он действительно находится сзади. Единственное, что он не настроен так, чтобы он отбрасывал там тени или принимал, принимать-то он не может, да, в принципе. И теперь достаточно хорошо видно, что вообще происходит на сцене. И сейчас я опять хочу посмотреть, сколько у меня там объектов, потому что я уже забыл. И их 5. И объект 5. Пятый объект — это, наверное, вот эти накладные штучки. То есть, таким образом мы с вами перебираем все те объекты, которые у нас есть на сцене. Соответственно, для каждого из них мы можем делать определенные там вещи. Можем изменять материал, можем играть анимацию и останавливать анимацию. Ну, в общем, в принципе, позиционировать там как-то, увеличивать масштаб, уменьшать, вращать, ну и так далее, и так далее. То есть применять какие-то новые материалы, шейдеры там, например, или еще что-то. Стекло. Я тут поставил вопросик, потому что оно на всякий случай. Да, уже было видно, что это стекло. Вот оно перерисовалось. И теперь, да, действительно, это стекло. И теперь я хочу применить для не стекла определенный цвет. То есть, бронзовый, допустим, да. А для стекла я сделаю цвет черный. И получается, тут у меня будут немножко отличаться настройки вот этого вот металлической, как сказать, металла, не металла, визуального металла, так сказать, и визуального размытия отражения источника света. То есть там, где свет падает на объект, он может быть хорошо отражен, то есть мы, допустим, вот если лампочку представить, да, какую-нибудь, то мы ее хорошо видим на отраженном объекте. А если сильно размыть ее, то, соответственно, это будет как таким пятном, вот как сейчас приблизительно. То есть получается, видите, источник света сейчас, он как бы размыт. Он не точкой падает на объект. Соответственно, нам кажется поверхность такая, либо сильно шлифованная, либо более пластиковая такая. Вот в этих местах очень хорошо видно. Здесь я сейчас попробую поменять вот эту вот размытость как бы именно в стекле. Наверное, здесь надо добавить цвет именно. И тогда я, возможно, что-то увижу с вами. Нет, значит, здесь вот эти вот настроечки, что-то я перегнул с вот этой раун, вы поняли, и с металлической частью. Вот, видите, получается, источник света, он уже виден как допустим, если лампочка светит, ее мы хорошо видим на стекле, а если, на отражении в стекле, а если мы хотим увидеть отражение лампочки, допустим, на какой-то пластиковой поверхности, то, соответственно, оно будет таким размытым, неточным и не будет понятно. Соответственно, у нас сейчас шлем, он как бы металлический, и источник света он немножко размывается, добавляя реализма как бы к этому материалу. А передняя часть его, то есть стекло, оно не должно размывать сильно свет и отражать хорошо. Источник света, я думаю, вы поняли. И сейчас, получается, канвас будет внизу страницы. Из предыдущего урока мы с вами сделали вот такую вот прокрутку как бы шлема тудой-сюдой из левой части в правую. Как, в общем, по оси Y, я думаю, вы понимаете, о
чем я говорю. И сейчас, получается, я уже буду делать какие-то трансформации этого шлема во время того, когда мы скроллим с вами мышью, либо же на телефоне мы, ну, в общем, прокручиваем страницу вверх, там, вниз. Свайпаем, в общем. Для того, чтобы вы, допустим, могли этот код отредактировать, если он вообще вам будет нужен, я здесь сделаю вот эти пометочки. Немножко сделаю его красивее. Значит, смотрите, я здесь уже добавил аниме.js. Ну, естественно, в предыдущем уроке, наверное, там, или в первом даже, или в каком она уже добавлена была. И добавил анимацию появления этого шлема. То есть он как бы приближается к нам. Ну, это чисто ради того, чтобы затестить, или либо же, ну, как показать вам, что такое возможно, но в дальнейшем это пока не пригодится, потому что вот этот именно эффект, допустим, он нужен уже в самом конце, когда мы с вами доделаем, допустим, полностью сцену, тогда можно будет его навесить, потому что сейчас это все будет занимать только время. И сейчас немножко рефакторинга, потому что мне некоторые константы нужны выше. То есть для того, чтобы Anime.js я использовал, мне нужны, соответственно, константы некоторые. То есть, например, это duration, то есть длительность анимаций. И easing. Здесь и easy in out text используется, а я поменяю на linear. Ну, во-первых, по идее так анимации легче анимироваться, потому что проще, в общем, не так нагружается процессор при вычислениях функций. И здесь, получается, видите, я нажимаю easing, и мне подсказывает, что такая константа есть. И сейчас, по идее, ничего не должно поменяться. Вот через, по-моему, 2 секунды это там появляется анимация шлема, как бы подъезжающего к нам. Здесь у меня возникли небольшие такие затруднения. Почему? Потому что тот код, который используется на рабочем проекте, он не совсем подходит для как бы того, что мы сейчас с вами делаем. Потому что есть определенные как бы разницы. И вот я сейчас вам подсвечиваю то, что я уже добавил сюда. То есть некоторые функции, которые нам помогут заанимировать шлем при прокрутке мыши. Ну и при скроллинге, я думаю, вы поняли. Вот как бы вот эта вот функция, ну вернее как бы не функция, а кусок кода, он позволяет нам что сделать? Он позволяет нам заанимировать шлем таким образом, чтобы он определенным образом вращался. Вращался и менял позицию. Значит, вот это вот все мне не надо сейчас, потому что это из рабочего проекта уже. Во-первых, ну потому что здесь нет этих элементов. Во-вторых, здесь будет у нас немножко другая логика. И как это все работает? У нас есть определенный массив, в котором есть стартовая позиция и позиция окончательная. То есть с какого по какой экран, допустим, он должен выполняться, этот код. Ага, здесь еще нет у меня этой штучки, поэтому ее нужно добавить. И получается, вот этот animation script, в него мы добавляем с вами как бы код, который анимирует шлем. Ну, то есть все просто. Стартовая позиция – это откуда он стартует, конечная позиция – это докуда он стартует. То есть если у нас сейчас с вами 5 экранов, как видите в навигационном меню там 5 элементов, соответственно, у нас должно быть 5 таких позиций. То есть откуда он стартует и куда. Например, на втором экране About мы хотим переместить шлем в правую сторону, как-то его крутануть. Соответственно, мы должны в этом скрипте написать, что, допустим, с 0% до там, 20%, ну если 100 разделить на 5, получается 20, шлем должен находиться в такой-то позиции. И вот, собственно, этот код и отвечает за эту штучку.
Смотрите, я здесь добавил функцию Animate. И вот эта вот штучка, ну как бы LED там была, а теперь это является функцией, ссылка на функцию, она, собственно, и запускает анимации. То есть мы должны с вами вот в этой вот в такой последовательности, в этом участке кода писать дальше, как нам необходимо расположить наш объект на сцене. То есть мы просто берем, копируем, допустим, Animation Script и просто изменяем позиционирование и вращение. Как видите, здесь есть некоторые изначальные значения, которые я поставил для того, чтобы шлем лежал как бы на полу. И здесь я вам даю подсказочку о том, что это X, Y, Z. То есть вы можете поменять все эти штучки, но, соответственно, допустим, для этой сцены необходимо менять там, допустим, только X и Z, а Y вообще не трогать, потому что нам не надо, чтобы шлем отрывался от пола. Поэтому я здесь просто поставлю нолик. Дальше. Получается, каким образом нам нужно делать? Вот видите, минус 0,49 как бы стоит. И в изначальной позиции, если вы обратите в свой взор чуть-чуть выше, то x и y, получается, стоит у нас тоже на минус 0,49, чтобы шлем не проваливался ниже, чем он есть. Но у меня здесь что-то не так. Что-то не так работает. Я попытаюсь выяснить и, естественно, вам скажу обязательно. Значит, здесь все очень просто и элементарно. Вот эти вот все функции анимации я брал из одного, допустим, сайтика, который сейчас там открыт у меня рядом со вкладочкой активной. И потом этот код, естественно, я переписывал под рабочий проект, но в тот момент, когда я переносил его на учебный наш с вами проект, он немножко неправильно работает. Почему я сам понять не могу вообще, если честно. Поэтому мне пришлось взять старую функцию, ну, в смысле не то чтобы старую, но функцию, которая была изначально, вот она, то есть с того сайтика, вот с этого вот, и перенести ее в наш с вами проект. Она начала работать уже нормально, уже хорошо. Теперь я дальше пытаюсь понять, что же именно не так в дальнейшем происходит. Вот, смотрите, получается, мы должны изначальные координаты ставить именно, ну, в смысле, и координаты, как сказать, x, y, z по вращению позиции, такие, как мы поставили для шлема, когда он только появляется на сцене. То есть, допустим, страница у нас в нуле прокрутки, и, соответственно, шлем у нас как бы не анимировался еще, по идее. Ну и, соответственно, мы вот эти вот значения должны перенести в функцию lerp вот здесь, в первую ее часть. А потом, когда мы добавляем, допустим, второй, вернее, третий экран, четвертый экран, мы должны, получается, копировать те значения, которые были раньше, lerp. Вот сначала идет первое значение, допустим, 0,4, потом минус 0,4. И, соответственно, в четвертом экране мы должны будем скопировать минус 0,4, как мы копируем здесь, вы видите, да? То есть второй экран у нас от минус 0,04 идет до 0,4. Потом третий экран от 0,4 до минус 0,4. Поняли? То есть, чтобы не было резких прыжков. Если, допустим, вы не сделаете так, то анимация будет двигаться не плавно и рывками. То есть изначально, допустим, на первом экране она будет в одном месте, потом второй экран, она будет резко передвигаться в другое место совершенно, которое вам не нужно. И здесь чисто руками я подбираю ту позицию, которая будет наиболее нормально смотреться. То есть для каждой, опять же, модели необходимо будет вам смотреть, каким образом, куда она двигается. Опять же, может быть, там у вас другая настройка камеры, может быть, камера у вас немножко дальше, немножко ближе будет расположена. Соответственно, все вот эти вот штучки нужно будет прописывать руками, вручную, подбирая каждую из них. Единственное, что у меня здесь на данный момент еще я не до конца свою осознал ошибку, то есть там есть кусочек старого кода, и поэтому новый код как бы для данного урока он работает некорректно. И видите, получается, я страницу уже прокрутил полностью, а добавил я только третий экран, то есть по идее должен быть только сервис работать, а фидбэк и контакт не должны еще работать.
но почему-то работает все. И я еще пытаюсь выяснить, в чем же причина. Как бы здесь я вам показываю, допустим, добавление четвертого экрана. Ну, в общем, четвертого экрана. И, как оказалось, все очень просто. Здесь у меня был scroll процент, но не тот, который нужен, а другой. И поэтому у меня не работала штучка. И как видите сейчас, получается, я нажимаю, допустим, на последний экран, и ничего не работает, потому что у меня для него еще не заданы анимации. Здесь я возвращаю, как бы я пытался выяснить, в чем причина, и, соответственно, там смотрел различные штучки, как они консоль ложатся. Вот здесь я подобрал такую оптимальную для себя цифру, это 45, то есть, опять же, понимаете, здесь идет математика. Здесь идут расчеты по количеству экранов. Почему-то, допустим, вот, на том проекте у меня тоже было вроде бы 5 экранов, но они как-то по-другому немножко себя вели. Здесь, например, вот мне пришлось выбрать для себя такие данные. То есть, в принципе, вы можете на это не обращать внимания, просто единственное, что вам нужно будет тоже для своего сайта, допустим, если вы будете делать что-то для себя, подбирать все вот эти вот моменты отдельно. То есть я вам показал, как это можно сделать, а вы уже должны подбирать их самостоятельно. То есть, опять же, тот коэффициент, на который я делил, опять же, вот эти вот все моменты, то есть позиционирование, то есть это уже, естественно, идет отдельно. Я не могу для каждого случая отдельного написать какую-то уникальную функцию, потому что это просто невозможно. И сейчас, как видите, я подбираю наиболее выгодную позицию для того, чтобы на третьем, четвертом экране, допустим, да, смотрелась сама модель нормально. И я, в принципе, наугад более-менее все это делаю, потому что приблизительно представляю, где она будет стоять. И, как бы по моей логике должно быть, допустим, более-менее адекватная вот именно такая позиция. Возможно, в следующем видеоуроке мы еще с вами перепишем функцию именно обработки, как сказать, скролл процента этого, потому что, как видите, на данный момент шлем, он очень отрывисто так анимируется, и те позиции, которые я бы хотел, он не доходит. То есть, допустим, вот services, когда на экране появляется, шлем, по идее, должен быть стоять справа, а он уходит немного в центр. То есть необходимо здесь каким-то образом смещать ключи анимации. Вот я добавляю пятый экран и, соответственно, вам показываю, как нужно добавлять, опять же, новые экраны. И сейчас, на данный момент, более-менее все нормально работает. Поэтому, в общем, делаем вывод такой, что мы с вами сделали уже вращение данного объекта по какому-то событию мыши. Единственное, что в следующем видеоуроке нам нужно будет с вами разобраться с тем, каким образом можно более смягчить эту анимацию, чтобы глазами она воспринималась красиво. На этом все. Пока. Рад был вас всех читать и видеть, что вы лайкаете это видео. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.